Вас приветствует магазин Игорь Games Xbox. Рады представить вам новый способ, который позволяет играть 2 часа. Вы спросите, почему так мало, а мы вам ответим. Этот способ помогает запустить любую игру, которая является новинкой. Вам не надо ничего ждать, никаких нулей прописывать. Вы можете спокойно запуститься, поиграть. И через 2 часа, если вам надо, повторить способ, продолжить играть. В общем, приступаем к выполнению. Попробуем запуститься на игре Battlefield 6. Проверяем, как она работает. Пишет, что не моя. Все правильно. Заходим в параметры сети. Здесь мы обычно заходили, отключались здесь от сети, но этот способ работает по Wi-Fi, поэтому нужно отключиться здесь. Отключаемся от сети, прерываем подключение. Вот у нас Wi-Fi отключился. Теперь мы подключаемся. Заходим в аккаунт. Ждем, пока нас перекинет обратно на аккаунт наш. Запускаем игру. Сейчас должна появиться надпись с надписью «Пока» и вылет из общего аккаунта. Тут может синхронизация быть в этот момент. Не обращаем внимания. Вот у нас надпись «Пока» появилась. Сейчас должна загрузиться игра, если серваки в порядке. Так, сервера запустились. Мы можем поиграть в компанию. Так, игра запустилась. Так, приблизительно. Ну, я немного прошел. В общем, способ будет работать у вас ровно 2 часа. Через 2 часа игра у вас автоматически закроется. При желании можно повторить способ и также продолжить играть. В общем, он у меня получился, на удивление, с первого раза. У вас может с первого раза не получиться. Сейчас мы перезагрузим консоль, попробуем запустить то же самое на аккаунте с Game Pass. Ну, к примеру, игру Stalker. Выходим. 2 игры одновременно таким способом нельзя запустить. Если вы запускали одну игру, нужно обязательно перезагрузить консоль и после этого запустить все заново, произвести манипуляции. Поэтому мы сейчас, чтобы попробовать на другом аккаунте, перезапускаем консоль. Так, в общем, мы перезагрузили консольку. Продолжим запуски. Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы игра поднялась здесь вверху в списке. И нужно, чтобы Game Pass или аккаунт, общий аккаунт, который игры мы запускаем, тоже поднялся в списке. Для этого сперва его запускаем здесь. Так, его запустили, запускаем игрушку, чтобы она поднялась также в списке там недавних. Все, заходим в параметры. Смотрите, тут есть нюанс по поводу вот этого управления сетями. У кого роутер современный быстрый, вот у меня, к примеру, AX6000 Xiaomi, он довольно-таки шустро работает. Мне приходится это делать быстро. Кому-то можно, наоборот, медленнее это делать, не спешить вот здесь в моменте, когда вы отключились от сети, вот, и после этого должны подключиться и зайти в общий аккаунт. Просто смотрите, если вы делаете это очень быстро, тут есть нюансы. В интернет не успеет подхватиться, и аккаунт сразу вылетит без манипуляций, как бы у вас не получится ничего. Либо вы передержите аккаунт, тогда у вас возврата в общий аккаунт с общего аккаунта в ваш не будет. Тогда тоже получается как бы такая двоякая ситуация. Нужно именно поймать идеальный тайминг здесь. Поэтому способ, не знаем, как он будет работать у всех, но конкретно вот подсказываю, как у меня работает. Нажимаю свой Wi-Fi, подключаю и вхожу сразу в общий.
Здесь смотрю, что окна засветились. Засветились иконки. Высветилось это. Запускаю игру. Вот. Получается, у нас сперва загружается общий аккаунт. Появляются иконки. Да, вот тут так и должно быть. Ну, по крайней мере, в сталкере. В общем, смысл какой? Запускаем общий аккаунт после подключения. Открываю гайд, чтобы видно было. Там должны подгрузиться абсолютно все иконки. Значит, Wi-Fi ваш заработал, с интернетом соединение появилось. После чего там должно появиться окно о продлении экранного времени. Я его даже не смотрю, я сразу нажимаю светящуюся. В этот момент мы находимся уже в своем профиле. И со своего профиля я уже делаю запуск игры. А далее там вылет происходит, вот этот вот, который засветился. Игра остается запущенная, она не будет сворачиваться у вас, вы просто запустились и играете. На аккаунте вы одни, тут никого нет, только я. Все. Таким образом, несколько аккаунтов сразу запустить не получится. Оно будет очень сильно выделываться и нифига не загрузится. Давайте тогда сейчас попробуем консольку перезагрузить, запустить третий аккаунт таким образом. Также посмотрим, как оно работает еще раз. Все, запускаем перезагрузку. Та-та-та-та-та-та-та-та. Xbox. Ждем, пока Xbox полностью загрузится. Так, теперь смотрите, будем запускать игру Dying Light. Также запускаем общий аккаунт сперва. Все у нас на ночном времени, все правильно. Вот это с 0 часов до 5 утра. Все, запустили аккаунт. Далее запускаем игру, чтобы она поднялась вот здесь в списке, стала вверху. Так удобнее. Вот запускаем игру. Все, владелец, не владелец, все правильно. Опять же заходим в параметры сети, вот это управление сетями. Здесь отключаемся. Вот когда вы отключились, не надо спешить, можно просто вот подождать, все. А вот здесь, в этом месте, нужно как бы ускориться. Нажимаете, светящееся, входите в аккаунт с Dying Light, смотрим, окна засветились. Заставка, игра. Все. По идее, должно все сейчас правильно произойти. Да, игра запустилась у вас. Я сейчас могу записать вам специально способ так, чтобы он не выполнился, и указать нюансы. Это для тех, кто досюда досмотрел, у кого, может быть, какие-то дополнительные вопросы возникли со способом. В общем, сейчас я продемонстрирую, что и как происходит, если вы, допустим, выполняете способ медленно, либо у вас роутер очень быстро работает, либо наоборот, роутер очень медленно работает. Сейчас это все попробуем, потестируем, давайте. Это, кстати, игра долго как-то загружается. Так. Все, она запустилась, у нас все четко. В общем, сейчас перезагружаемся и пробуем всякие нюансы. Так, в общем, вот мы запустились. Время у нас 2 часа ночи, аккаунт закрыт. Давайте снова Battlefield помучаем. Подключаем аккаунт. Вот здесь кнопка «Далее» светится, все правильно. Запускаем игру, которая нам нужна. Все, игра запустилась, появились списки вверху. Вот, сейчас я буду специально делать дольше и покажу, что произойдет, как вообще происходит этот способ. Отключаемся от сети. Я, допустим, 4 или 3 секунды буду делать. И это буду делать вообще не спеша, смотрите. Аккаунт не получится запустить. Вот, подключаемся.
Раз, два, три. Не спеша открыли. Запускаем. Вот так вот у вас появится. Это интернет уже у вас, значит, подключился. И в игру вы не войдете таким образом. У вас будет загружаться, и вот это вот окно продлить экранное время. Это означает, что вы не успели. Сделали это очень медленно. Поскольку вот саму игру будете запускать, она у вас не стартанет. Вот. Допустим, чуть-чуть быстрее, чем сейчас вот мы сделаем. И посмотрим, что будет, если вы сделаете это чуть-чуть быстрее. Заходим. Заходим. Иконки засветились. Перекинула. Не перекинула. Это вот, когда так происходит, не сработает. Вот. Еще раз пробуем. Отключаемся. Подключились. Вошли в общий. Смотрим иконки. Засветились. Запускаем. Вот. Бывает такая ситуация, когда игра пишет, что она не ваша, сворачивается, нужно быстренько открыть игру, пока не загорелась табличка с надписью «Пока». Кстати, вот еще такой момент. Некоторые игры с проверкой онлайн-сервисов могут не запускаться. При проверке у вас там не будет она проходить полностью. Точнее, не будет пускать дальше меню. Вот, у вас там ошибка непонятная. С такими играми нужно будет способ повторить заново. Либо уже запустить его не на 2 часа, как мы вот сейчас запускаем, а на полное время. Честно сказать, он работает 12 часов, этот способ. Ну вот, смотрим. Подключаемся. Не спеша особо заходим в общий аккаунт. Иконки светятся. Ждем, пока все исчезнут иконки. Абсолютно все. Вот, заходим опять в общий. Ждем, пока это все исчезнет. Запускаемся. Сейчас, подождите. Да, надо было чуть-чуть просто подождать. Я слишком быстро это сделал. Вот сейчас должно подключиться. Но это способ, который все равно игра будет сворачиваться. Вот я последний показал вам бонусом. Вот, у нас как бы доступно все. Но если в игре будут сидеть, вас само собой будет выкидывать. Можно сюда Game Pass подкинуть сейчас. Чтобы подкинуть Game Pass, нужно выйти сперва из игры. Подкидываем Game Pass. Game Pass как долго очень подгружается, но что поделать, ничего с этим не сделаешь. Все, Game Pass у нас появился. Теперь будет проблема с запуском игр, если у вас, допустим, выходной и время такое, либо время вечернее буднего дня. Вы будете, конечно, долго запускать, она будет постоянно у вас сворачиваться. У меня сейчас просто время, к примеру, 16 часов. Еще более-менее все можно запустить. Так,
Ну, мультиплеер появился, все появилось, все понятно. Это мы уже в предыдущем ролике рассматривали с вами. В общем, всем спасибо, ребят, за просмотр такого длинного видео. Всем удачных запусков. Увидимся на канале. Всем пока.